Всем доброго времени, это 5-й выпуск трипологии звука, и сегодня мы будем разговаривать, в общем-то, о базовых вещах, о которых нам нужно было, наверное, сказать в первой главе, но я это всегда опускаю, потому что считаю, в общем-то, что люди, которые попали в музыкальную сферу, собственно, эти все каноны должны знать, но сделаем все-таки отступление от своих правил и все-таки немножко расскажу. О чем идет речь? Я хочу рассказать о мастер-секции, о контроле над звуком, что нужно для контроля нашего звука, о эквализации, о панорамировании, посыл-возврат, что еще можно, гармоники, микширование, там, дизеринг, все по мелочи. То есть я хочу рассказать о базовых инструментах для контроля звука. Для контроля, то есть то, что нужно знать перед тем, как что-то делать. Есть, конечно, люди, которые это совершенно ничего не знают, они просто интуитивно это все делают. Есть замечательные продюсеры, которые просто нереальных высот добились в плане качества звука, даже не зная всех этих нюансов. Ну, как говорится, гениальность никуда не денешь. Собственно, тема обширная, я себе немножко тут набросал список, я постараюсь быстро по всему этому пробежаться, постараюсь не затягивать. Собственно, мастер-секция, вы видите, Fruity Loops, мастер, и 4 инструмента, которые у меня всегда находятся на мастер-секции, это Isotope Ozone, Wavos Paz Analyzer, Wavos L2 и Exoscope. Сейчас я расскажу, для чего каждый из них нужен мне. Собственно, все эти вещи позволяют мне видеть, контролировать звук. То есть вообще основа всего это понятно, это то, как ты слышишь. То есть очень важно, чтобы вы слышали звук в какой-то, скажем так, средненормальной акустике. То есть, понятно, на студиях применяется очень дорогое мониторное оборудование, то есть есть мониторинговые колонки. В чем разница мониторинговых колонок, допустим, и обычных колонок, там, любых домашних? То есть мониторинговые системы, они, если посмотреть на характеристику их воспроизведения, то они довольно ровно воспроизводят весь диапазон частот. То есть они не украшают звук, не изменяют звук. То есть они его передают так, как он, допустим, у нас генерируется на компьютере максимально точно. То есть есть еще мониторинговый, сама акустика, есть еще мониторинговый сабвуфер обычно тоже на крупных студиях, потому что, в общем-то, сложнее всего работать именно с басовой частью. То есть хорошо контролировать бас ниже 60 Гц — это искусство. Очень такое, то есть нужен очень хороший контроль. То есть, понятно, у нас в домашних условиях не у всех, и у меня нету нормальной акустики. То есть есть какие выходы. Вообще, самый недорогой, наверное, выход — это купить какие-нибудь хорошие мониторинговые наушники. Понятно, что есть и профессиональные за нереальные совершенно деньги, но есть и довольно-таки недорогие. Допустим, от АКГ, я помню, там какие-то 44-е, 66-е. В общем-то, довольно-таки я раньше когда-то записывал в них много чего, и довольно-таки они неплохие наушники. То есть они ровненько отображают все частоты, и, в общем-то, результат можно предугадать. Есть еще такой способ очень действенный, пришел он из, так сказать, старинки звукозаписи, то есть когда вы уже записали свой трек, то его нужно послушать на максимально большем количестве аппаратуры. То есть как низкокачественной, так и, наверное, high-end какой-то, до чего получается добраться. И тогда вы можете, в принципе, уже ориентироваться, где у вас погрешности, где у вас, может, мониторинговые колонки ваши или наушники врут, приукрашают, и вы будете знать, что с этим всем делать. Собственно, это как бы то, что мы слышим, контроль, да? Поехали по порядку. Зачем мне нужен изотоп озон? В принципе, мне в нем только нравится вот этот анализатор спектра. Я его очень часто использую, хотя этот инструмент, он как считается мастеринговым. Здесь очень много всяких вещей, типа вот эксайтера, там гармоники. Гармоники — это очень нужная, кстати, вещь для цифрового звука, потому что цифровой звук нужно облагораживать. Я, честно говоря, уже некоторое время не пользуюсь,
синтезаторами, именно программными ВСТ, использую там какие-то аналоговые синтезаторы, если попадается что-то, то там очень мне редко приходится что-то делать потом со звуком. Ну, чуть-чуть там по частотам подрезать, по мелочи. Там. Сам звук очень плотный, насыщенный гармониками. То есть с ним делать практически ничего не надо, он звучит уже хорошо. То с цифровым звуком приходится очень иногда сильно заморачиваться, чтобы получить очень там хороший бас или какой-нибудь звук. Вот он выпадает из микса, ты его вроде бы и подрезал по частотам, и там в пространстве поставил правильно, а он все равно не звучит. И его приходится тогда уже вытягивать всякого рода компрессорами, гармонайзерами, там прочими вещами. Ну, в общем, пляски такие с бубном происходят. Собственно, я же говорю, использую я здесь, в принципе, обычно только вот эту часть. Хотя остальные тоже достойны рассмотрения. Раньше я ими пользовался, но сейчас от этого отхожу. Потом расскажу, как я делаю. Ну, у меня немножко сейчас просто цикл экспорта немножко другой. Что мы здесь видим? Здесь мы видим частотную составляющую нашего звука, то есть что на какой частоте, с какой громкостью, то есть и в принципе можно знать, ну уже знаешь, как правильно должен выглядеть звук, то есть он должен быть примерно равномерным по всем частотам, не должно быть ям, как к этому прийти, то есть в принципе ну, эквализация, да. То есть то, что сейчас мы видим, здесь вот там 0 Гц, здесь там 22 или что, ну да, 22 тысячи, то есть от 0 до 22 тысяч это частотный диапазон, который мы слышим, человеческое ухо. Причем некоторые люди слышат больше, чем даже 22, некоторые меньше. Там к старости у людей, допустим, вот эта вот часть смещается сюда, и они вот это вот все, допустим, уже не слышат. Есть еще, кстати, там у диджеев, допустим, такая болезнь, когда в каком-то диапазоне, обычно вот этот 1-2 кГц появляется, ну, человек не слышит ничего, глухая яма. Ну, то есть слух садится из-за того, что мониторинговые наушники всегда и колонки очень сильно на большой громкости постоянно играют. Собственно, в идеале это должен быть какой-то такой более-менее равномерный график, без ям. Сейчас я вот постараюсь кусочек здесь найти, где много инструментов. То есть в чем особенность? Каждый инструмент, понятно, имеет свою какую-то характеристику спектральную, то есть и какой-то определенный диапазон частот. И вот когда инструментов много, и получается, что некоторые диапазоны одного инструмента и другого ну, конфликтуют с друг другом. Этого надо избегать, потому что будет очень много грязи. Нельзя будет четко разделить, ну, слышать, вернее, один инструмент и другой. Очень хорошая аналогия, которую можно провести как правильно, это оркестровка. Вот если посмотреть на фотографию оркестра сверху, там можно увидеть и расположение инструментов, вот именно как они в пространстве расположены. Там басы слева, ударные там примерно по центру и высокие там чуть справее и так далее. И как раз можно посмотреть на как располагаются по частотам. То есть, ну, очень интересная аналогия такая. Я на нее всегда ориентируюсь, когда что-то делаю такое серьезное. Собственно, сейчас вот покажу кусочек, где уже можно увидеть общий спектр всей композиции, где много инструментов каких-то. То есть можно увидеть, что, ну, когда она играла, да, более-менее равномерно. У каждого есть инструмента свой диапазон. Вот если сейчас я сейчас вот включу его и буду потихоньку их выключать. Вот, допустим, у нас бас играет, да. Вот у него какой-то вот такой диапазон. Хэт занимает свою позицию, ну, высокие. Вот. От 2 кГц и выше. Допустим, еще высоких.
немножко разведено еще по панораме. То есть вторая часть это, собственно, уже не эквализация. То есть эквализация это разрешение частотных конфликтов. То есть вы берете эквалайзер и начинаете работать со звуком. То есть где-то убирать, где-то добавлять. То есть, ну, вот здесь, допустим, это стандартно вообще фруктовским сделано эквалайзером, но есть более серьезные эквалайзеры, когда, допустим, я работаю с саббейсом. Сейчас вот он на каком у меня канале. Сейчас, не найду. Сейчас. Вот. То нужны уже более серьезные эквалайзеры. То есть вот я использую, допустим, Equim. Это очень крутой такой даже конструктор, я бы сказал, эквалайзеров. То есть тут можно набирать разные виды эквалайзеров как бы в рэке. То есть параметрики, там high pass, low pass и все остальные. То есть вот гармонический эквалайзер, допустим, очень здоровская вещь, которая, ну, более к живому эквалайзеру, как на пультах, относится, допустим. Вот в очень сложных случаях иногда приходится очень редкие искать эквалайзеры. Вот сейчас, если тут у меня стоит он, куда нет, не то. Вот, SSL XEQ. Solid State Logic — это неимоверно крутой эквалайзер. Почему я именно его еще отдельно доставил? Потому что здесь есть такие необычные виды эквалайзера, как, допустим, фильтр Чебушева и Butterworth, по-моему, да, правильно читается, Butterworth, Чебушев — это такой фильтр с очень резким спадом, то есть он обрезает частоты, по-моему, вот до минус 48 дБ на октаву. Это очень крутая характеристика. Это, ну, мне обычно нужно, когда нужно подрезать высокие очень сильно, очень-очень подрезать. То есть фильтр Чебышева с этим справляется, как правило, ну, лучше всего. То есть обычный фильтр это минус 6, минус 12 где-то децибел на октаву. То есть фильтр Чебушева, то есть если их два подряд поставить по минус 48, то есть он фактически полностью вырезает частоту. Вот, видите, вот я его включил. То есть вот Чебушев, а вот, допустим, обычный, ну, обычный фильтр плавный, да. Сейчас Чебушев, пум, резко обрезает частоту. То есть, ну, это нужно, когда, допустим, ниже все 30 Гц обрезать. То есть ставишь фильтр Чебышева ниже 30 Гц, и все, что ниже 30 Гц, просто пропадает. Так. Далее. Так, эквализация, в принципе. Ну, вообще эта тема очень большая. Неимоверно большая. У меня где-то даже есть записки, которые я вел, именно вот что нужно делать там, допустим, с гитарой, или с барабанами, или с хэтом, там, или с клэпом, чтобы получить звук там песочный, звук там резкий. То есть это очень все сложно. Там еще можно применять всякого рода лейеринг, так называемый, наслоение, когда берешь два разных звука. То есть один подход — это изменять сам звук, допустим, сэмпл, да, вот удара, клэпа, ну или синтезатора какого-то звука. То есть изменять его эквалайзерами, всякими обработками и получать уже на итоге эквализированный вот в этом спектре звук. То есть есть еще второй подход при написании, это наоборот искать такие звуки, которые находятся в нужном тебе частотном диапазоне. И вот этот подход мне, допустим, нравится больше. То есть мы подбираем и строим композицию, чтобы минимально потом как-то влиять на нее эквалайзерами и прочей обработкой. Собственно, ну, наверное, по эквализации все. Наверное, про это нужно будет как-то отдельно рассказать. Все-таки поднять все эти записи, записки. Панорамирование. Ну, все просто. Это разведение инструментов по стереопространству. Справа-лево.
ну, там много всяких канонов, типа ударные посередине, там бас, ну, тоже считается, можно посередине его обычно располагать. Но это все идет обычно с техно. То есть с техно из вот этих предпосылок, что раньше были системы именно в клубах моновские. То есть нужно было, чтобы удар всегда бил, и бас всегда звучал. То есть они должны были быть моно. Еще это пошло, кстати, от радиостанции, потому что это сейчас уже есть стерео радиостанции, это нормально. А раньше, допустим, радиостанции были моно в формате, и если у вас не сохранялось это правило, то вы просто могли не услышать баса, слушая его по радио, вашу композицию. Собственно, вот мы приходим к второму инструменту, Waves Path Analyzer. Вот он служит, собственно, для того, чтобы отслеживать не частотные, а стереоконфликты, именно инвертирование звука. Собственно, что такое инвертирование? Это, ну, как бы на словах это сложно объяснить. Наверное, лучше показать. Сейчас я попытаюсь это продемонстрировать. Звук. То есть понятно, что звук. Сейчас на синусе покажу. Я возьму 3xOX, да, вот, нам нужен только 3xOX. Синус, дублирую, 3xOX. Сейчас. Так. Раз, два. Сейчас все. То есть я сейчас сделаю, чтобы в одном канале был синус и в другом. Один канал налево, второй канал направо. И, допустим, выведем их в какой-нибудь там канал 14. Надеюсь, он здесь свободен. Так, 14 канал. Так. Нет, не сейчас много всего. Просто это надо продемонстрировать. На словах это сложно объяснить. Так, 14 канал. Ну и какую-нибудь ноту, да? Так, а где звук? Где звук? Вот звук. Так, хорошо. Вот, у нас сейчас есть два канала, влево и вправо, да, которые, ну, одинаковые, идентичны, да, звук. То есть, чем больше, вот сейчас включаем, да, то есть это одинаковый звук. То есть влево и вправо идет. Если один из этих каналов инвертировать, кстати, вот сейчас мы паз-анализер откроем, сейчас его сбросим. Моно, видите? То есть звук одинаковый в обоих каналах. Если один из этих каналов инвертировать, то эти два звука в сумме друг друга уничтожат. То есть получится в монорежиме будет 0. То есть как бы звук есть, но именно в моно при сочетании звука не будет, потому что одна полуволна уничтожит другую. То есть эта проблема иногда проявляется на всякого рода крупных мероприятиях, на концертах. То есть когда, ну, большая довольно площадь, и звуки отражаются там от стен, от, не знаю, там холмов, волн, и в итоге они себя глушат друг друга из-за того, что поменялась фаза сигнала. И в этом месте может быть тишина. Кстати, вот искусством построения архитектурной акустики, это в церквях старых очень интересно все там, то есть очень здорово это все просчитано. Там практически нет мертвых зон именно. То есть, где нет звука, то есть ты говоришь в одном месте, там вот где стоит священник, да, его, как правило, слышат вот в соборе, в нужных местах, там, где должно быть слышно, слышат все. То есть акустику очень круто рассчитывали. То есть, а вот при инвертировании звук будет уничтожаться, и будут глухие зоны. То есть вот сейчас надо его развернуть. Вот, кстати, хороший вопрос, как это здесь сделать. Ну, даже если я сделаю отличие сигнала, то есть вот, допустим, я его частоту поменяю, то стереобаза уже увеличится. То есть вот сейчас вот включаем, да, беру один из каналов и видите, что происходит? То есть он уже начинает, ну, стереобаза увеличилась, и он начинает гасить другой сигнал, второй. Так. Сейчас посмотрим, может быть, все-таки есть
какой-то инвертор нам нужен какой-нибудь. Phasor, вот, phase инвертор. То есть, как по-русски, развернуть фазу. Ну, да. Жмем. Так, сейчас. Так. 14 мы развернем. 15 будет в другом канале. Вот. Теперь смотрите. В одном у нас будет оригинал, во втором будет развернутый. И выведем мы все это в третий, в 16 канал, допустим. 16. Сейчас произойдет такая странная вещь. Так. 14, 15. 14, 15. 14 phase инвертор. А чего он не работает? Вот. Теперь это очень хорошо видно. Смотрите, что произошло. Видите? То есть сейчас один сигнал синус идет, а второй ровно противофаза. Мы его развернули. И то есть эти два сигнала, они полностью противоположны друг другу. И сейчас, если вот эти два канала, вот они, да, один и второй, я их вывел в 16 канал, сложить в моно, то звук пропадет. То есть вот ставим, да. Тут есть такой, видите, регулятор, он стерео separation, что он делает? Он смешивает каналы. То есть если мне нужен моносигнал, вот смотрите, что произойдет, какой интересный эффект. То есть звук есть, да, то есть в левом канале и противофаза в правом канале. Но когда я его слаживаю, вот моно, видите? Полное, ну там было написано. Звук пропадает. То есть он просто уничтожил себя. То есть и это и есть вот этот конфликт, стереоконфликт, то, чего нужно избегать. Поэтому, собственно, немножко контролировать это все нужно. Ну, особо заморачиваться, конечно, не стоит. Сейчас, в принципе, уже нет такой проблемы. Там в клубах везде уже все стерео, и бас даже стерео, все классно. Но за этим следить стоит, потому что могут очень появиться странные артефакты в звуке, всякого рода замыливания на крутых синтезаторах. Вот. Но сам эффект вот очень наглядно, как звук сам себя уничтожает. То есть, видите, звук есть, он сюда выходит. И вот я его просто сложил в моно. Видите, он там было написано, вот тут 100% сложен. Я его просто уничтожаю. То есть он сам себя глушит. Вот. То есть это второй инструмент, то, зачем надо следить всегда в миксе. Именно за панорамированием. Еще стоит помнить, наверное, не стоит пугаться, что если у вас есть какие-то в настройках ревербераторы, делай, то в любом случае у вас будет вот тут характеристика, сюда будет что-то заползать, залетать. То есть вот там включить кусочек какой-нибудь. Сейчас, если найду. Здесь широкая очень база в треке. Что-то сюда будет попадать. Ну, переживать поэтому особо не стоит, это нормально. Реверы всегда привносятся. То есть вы можете, в принципе, выключать реверб, слушать композицию, как она есть. Если у вас все вот в этой части нормально, можно не переживать. Далее. Так, далее. WAV SL2 это лимитер. То есть лимитирование звука. То есть такая особенность, да, что в аналоговой аппаратуре есть 0, да, и еще там выше плюс 5, плюс 6. То есть когда уже, так сказать, овердрайв, когда ты перегружаешь канал. То есть если в аналоговой аппаратуре это не всегда критично, потому что сам смысл, ну, сам прибор все-таки имеет некоторый запас по перегрузу, то в цифровом звуке нельзя переходить через 0 никогда, потому что в этом месте звук будет просто обрезан. То есть не хватит разрядов квантования, чтобы огибающие сигналы правильно записать. Опять же, это надо, вот на словах это совершенно непонятно, что сказал. Это надо показать. Вот я сейчас покажу, допустим, звук. Сейчас для этого я еще экзоскоп уже открою, покажу вам, что такое экзоскоп. Так. Вот, допустим.
Звучит все у нас. Отключаю лимитер. То есть я сейчас его отключил, и сигнал будет превышать отметку в 0 дБ. То есть он будет перегружать. И что произойдет на выходе? То есть вы поняли, да, что экзоскоп, он показывает диаграмму сигнала. Вот смотрите, что произошло. Вот это вот наш 0. И все, что выше 0, срезало, и его уже в экспорте, в MP3 или в WAV файле вашем, этого не будет. То есть там будут такие пики обрезанные. То есть, ну, на этом дисторшн, там и некоторые эффекты основаны именно вот на этом приколе. То есть, но в данном случае нам это не нужно. Теперь смотрите, что будет, когда мы включаем лимитер. То есть лимитер будет эти сигнал, ну, как бы за тавтологию простите, но лимитировать. То есть он будет ограничивать сигнал плавненько. То есть в этом месте он его будет делать чуть-чуть тише. И вот что произойдет. То есть это тоже зачем надо следить. В этом же лимитере он совмещен с дизерингом. Дизеринг — это еще одна важная стадия в цифровой звукозаписи. То есть если вы используетесь только цифровыми инструментами, то обязательно надо на выходе включать дизеринг. Что это такое? Это добавление шума в вашу композицию. То есть странное такое слово. Зачем это сделано? Так уж вышло, что особенность оцифровки в том, что на каких-то очень малых громкостях, то есть мы слышим скважность и квантование звука. Вот, хоть и все очень здорово сейчас с цифровой звукозаписью, но особенность такая есть. И вот мы не то, что некоторые это слышат, а некоторые просто чувствуют, что что-то не так, звук какой-то неприятный. И вот для этого именно используют дизеринг. Добавляется вот на этой громкости небольшой шум, который все вот эти вот артефакты сглаживает. Вот я сейчас это наглядно продемонстрирую. То есть, ну, многие там включают дизеринг, не могут понять, что происходит, работает он или не работает. Это очень легко увидеть. Опять же, изотопозон. Видите, тишина, у нас ничего нет, звука нет. То есть пока я не включил, звука никакого нет. 0-0. Теперь чуть выше, вот он вавас, да. Нам нужно включить сейчас какой-нибудь такой, так, 16 бит, допустим, да. И усилить, вот, уже видно, вот видите, появилось. То есть появился шум. Вот этот шум, который... Вот я его сейчас не слышу, но он есть. И он сглаживает вот эти все ошибки квантования на высоких частотах. И там, по-моему, еще надо усиливать еще больше. Вот видите? И вот еще вот тут он. Это дизеринг сейчас работает. То есть особенность какая? Ну, вот эта вот частота должна совпадать с частотой, желательно, дискретизации вашего трека. То есть 22, 20, 16 бит. То есть... Тип дизеринга, честно говоря, ну, не знаю я, в чем разница. Возможно, это просто разные виды шума. Ну и шейпинг — это как бы сильно. Ультра — это очень такой легкий шум, модерейт — это более жесткий. То есть для разных композиций нужно по-разному. То есть дизеринг — вещь очень важная. Про нее забывать на финальной стадии экспорта никогда нельзя. Ну и последний инструмент, я его уже показал, это экзоскоп. Вот он именно нужен для контроля вот таких всяких вещей, вроде обрезания, там по пикам. То есть это просто как бы
отображение вашего трека визуальное. Здесь можно посмотреть, увеличить поменьше, там, побольше, остановить, то есть поразглядывать все. Очень удобный инструмент этот, когда занимаешься каким-нибудь компрессией, в общем. Чтобы не перекомпрессить трек, ты очень все это наглядно здесь видишь. Когда он перекомпрешен, он там такой, как сплошная полоса такая идет. То есть вот так вот звук просто перепирает, видно. Это, кстати, тоже особенность сейчас. Чем дальше, чем больше, допустим, если раньше соотношение там до минус 16 РМС, РМС это, ну, сила давления, так скажем, было нормальным, то есть это был стандарт звукозаписи, то сейчас уже, особенно там в дабстепе, доходит до минус 3, до минус 2, то есть это такой, ну, критические значения. Но мне не нравится, теряется очень сильно глубина и читаемость звука. Ну, это особенность современной музыки, скажем так. Так, эквализация, панорамирование. Это есть. Сразу, наверное, в паре можно рассказать про сендер-торн, посыл-возврат и про реверберацию. Но реверберация как? Не реверберация, а про положение источников звука в пространстве. То есть, если эквализация, то это звук в частотном диапазоне, да, то есть это вот здесь. То есть вот тут вот, да. То есть панорамирование — это положение источника лево-право. То есть еще такое, видите, как бы еще одно подразделение положения звука, то есть в пространстве, то есть как бы дальше-ближе. То есть это сложно представить, да, в голове, но если 3D пространство представить, то можно. То есть когда ты слушаешь, ты можешь определить, где находится источник звука, то есть там по центру, слева там или сзади в каком-то помещении. Вот для этого это все создается уже эффектами реверберации, делая. Вот. И, в принципе, правильно делай, реверы располагать всегда на секции посыл возврата, то есть сендер-торн, то есть такая секция, где стоит ревербератор, и на которую можно с других каналов вот этими вот ручками отправлять звук, то есть посылать туда звук. И чисто на этом канале находится, допустим, ревер. Ну, тут второй какой-то ревербератор. Мне, видимо, их нужно было 2. И таким образом мы можем группировать звук, то есть в точке пространства, скажем так, и контролировать больше. То есть если сейчас вот включить чисто секцию ревербератора, то можно послушать, где он там находится. Вот. То есть я выключил эти каналы на мастер, оставил этот канал на сенд. То есть сейчас я слышу, где он там у меня находится. Какой-то очень глубокий ревербератор. Но он придает какую-то живость этому миксу. То есть здесь есть и другие еще, которые на него выходят. И это придает объема огромного нашему треку, так сказать. Сейчас я верну все как было. Сюда, да. То есть положение в пространстве. Так, дизеринг, есть гармоники. Ну, гармоники это такая извечная, даже не тема. Ну, где-нибудь в каких-нибудь форумах, где есть тема цифровой звук или аналоговый звук, обязательно где-нибудь упомянут гармоники. То есть это то, чего не хватало и иногда сейчас не хватает цифровому звуку. То есть то, что придает живость звучания, особенность звучания устройства. То есть аналоговое устройство, любое аналоговое устройство привносит свои искажения. То есть каждый конденсатор, каждое там сопротивление, какой-то операционный усилитель микшера, оно добавляет в звук что-то свое.
то есть какие-то искажения, гармоники, нелинейности. И вот именно это свойство отличает аналоговый звук от цифрового, который очень точный, и поэтому он очень искусственный, и иногда, когда не пытаются, когда нужно облагородить, пользуются такими устройствами, как гармонайзерами. Здесь, кстати, гармонайзер есть встроенный в изотоп-озоне, кажись. Пам-парам-пам-пам. Вот здесь. А вот Harmonic Exciter. Да, это, по-моему, и есть гармонайзер на высоких частотах, если не ошибаюсь. А нет, он, видите, на всех частотах. То есть это гармонайзер, встроенный уже в изотоп-озон. То есть он добавляет нелинейности. Есть целые серии плагинов, тоже от SSL, которые имитируют работу аналоговых пультов, то есть аналоговых консолей, ну, то есть уже на компьютере. То есть эмуляция аналога на компьютере. То есть это такая очень, не то что сложно звучит, но очень странно звучит. Самый правильный подход это, конечно, как делают на студиях, пропускать через аналоговый тракт. И то, о чем я в самом начале рассказывал, что вот почему у меня нестандартная секция экспорта, почему я не пользуюсь изотоп-озоном, потому что я в конце все прогоняю сейчас через аналоговый тракт. Вот, и он уже как-то звук как бы облагораживает, и тут даже дизелинг у меня выключен, потому что аналоговый тракт своим шумом все это исправляет. То есть, а на студиях это делается с помощью аналоговых консолей. То есть звук выводится в какой-нибудь очень классический какой-нибудь микшерный пульт типа там Tascam. И на итоге получается очень здоровский и очень особый по-своему звук, потому что каждая деталька в пульте все-таки имеет свое звучание. То есть даже вот на пульте каждый разный канал все-таки имеет свои какие-то особенности. И это все в итоге создает общую картину. Есть еще такой интересный класс устройств. Это, по-моему, не сумматоры. Да, аналоговые сумматоры называется. То есть это, по сути, цифроаналоговый преобразователь, который, ну, допустим, выход секвенсора, да, то есть каждый канал с моего секвенсора выходит в аналоговый, ну, в преобразователь, там это все микшируется, и обратно мастер-сигнал уже возвращается вот сюда. То есть, ну, такой компромисс между цифрой и аналогом. Очень, кстати, интересный. Сам я один раз столкнулся с этим всем, ну, понравилось. В общем, когда ручки крутить можно руками, а не здесь, и это аналог, это совершенно по-иному звучит все. Собственно, вот все эти вещи, про которые я рассказал, это еще далеко не все. Просто серьезно, когда какую-то поднимаешь литературу или общаешься с человеком, который в звукозаписи очень долго, то там столько нюансов. То есть там верхняя середа, нижняя середа всякого рода. Чтобы гитару вытащить, нужно там подкрутить на 1 килогерце, там ровно так. Если там на гитаре, допустим, звукосниматель там хамбекер, то нужно добавить на 2 килогерцах и закомпрессить. То есть это все очень, очень сложно. Вот. Ну а на студиях сложность еще в том, что, ну, звук, если живой звук пишется, то снимается все разными микрофонами, разными кабинетами. И, то есть все это очень-очень-очень интересно и сложно. Вот. Сам я, кстати, вот у меня вот, хоть я об этом знаю много, но у меня не всегда получается. То есть я знаю много, знаю, что делать, но бывает вот просто, ну, не идет. Ты садишься трек делать, и он вроде бы и мелодичный, и красивый, там, и звучит, но вот нормально его привести к какому-то завершенному состоянию не получается. Вот просто не получается. Тебе нравится, как он звучит, но нет динамики, допустим, какой-то или еще чего-то. А меняешь инструменты или начинаешь эквализировать, теряется изначальное звучание, которое вот тебе нравилось. То есть и ты находишься в таком парадоксе. Тебе нужно вроде и звук вывести, а тебе вроде не хочется терять того, что у тебя есть. Это очень сложно. Еще такая особенность, ну, за собой, по крайней мере, замечал, когда очень долго работаешь над треком, слух у тебя привыкает к твоим наушникам или колонкам, привыкает к твоей композиции, и кажется, что все хорошо, а на самом деле
ты заблуждаешься, потому что наш мозг, наш слух — это настолько уникальная вещь, которая может, наверное, адаптироваться ко всему. Мне кажется, если погрузить человека там под воду под какое-то время и там начать мастерить именно под водой, то ты через какое-то время и ты и там научишься все это делать, потому что ты привыкнешь к тому, что всем этим особенностям, артефактам. Я эту проблему решил простым очень методом. Я когда работаю, допустим, в определенном стиле, ну пусть там drum and bass, да, я знаю примерный подстиль, пусть там Intelligent, и у меня есть любимые исполнители, то есть те, которые нравятся мне по звучанию, и те, наверное, которые походят на мои треки. И я просто держу это в соседней вкладке. И когда я уже чувствую, что где-то я, видимо, ошибаюсь, я включаю трек, так сказать, не исходник, а вот на который я буду ориентироваться. И именно вот на этой разнице ты сразу чувствуешь, в верном ты направлении движешься или не в верном. Кстати, в Isotope Ozone тут есть такая интересная функция, я раньше пользовался. Здесь можно в вот этом эквалайзере, сейчас вот снапшоты, по-моему, вот это здесь, да, здесь можно записать кривую для трека и потом под нее подгонять свой трек. Ну, это такой очень метод странный. Я его использовал один раз, но мне не нравились результаты. Но сама идея неплохая. Есть, кстати, такого же формата ревербаторы и тоже эмуляторы аналоговых трактов, которые, получается, с готовых устройств записывают их частотные характеристики искажения, то есть делается образ. Потом этот образ ты загружаешь в плагин, и он его эмулирует, воспроизводит. То есть воспроизводит, по сути, гармоники аналогового железного устройства. Очень интересная вещь. Если кому-то будет интересно, поднимите эту тему. Но, по крайней мере, ревербераторы я встречал, мне очень нравилось звучание. То есть образ с железного ревербератора, и он его эмулирует. Звук был намного лучше, чем многие реверы, которые я слышал. Вот сейчас тут, к сожалению, наверное, нету показать. Да, нет, этого реверба на второй машине у меня стоит. Как-то так. То есть вот эти вещи, которые я сказал, это базовые вещи, которые нужно знать хотя бы. Вот, и это минимум, это действительно минимум. Каждая из вот этих позиций еще можно рассказывать часами. Ну и все это потихоньку приводит к какому-то уже опыту. Ты просто знаешь, что с этим всем делать. Но контроль нужен, конечно. Вот хотя бы мастер-секция, чтобы у вас вот была, то есть лимитер. Лимитер, вот сейчас я порядок немножко тут переставил, неправильно все-таки. Лимитер где-нибудь надо в конце. То есть сейчас вот его надо пониже поставить. Сейчас лимитер в конце. За ним экзоскоп. Это чтобы смотреть, чтобы не было пиков уже на выходе. Он же, видите, самый последний. Озон — это частотные характеристики, и паз-анализер — это стереобаза и конфликты стереобазы. То есть это минимум, который действительно помогает при работе со звуком. Вот если ты чего-то уже не слышишь, то ты можешь это увидеть, пощупать. Вот и получается уже какие-то более вот это, наверное, впервые, кстати, тут более такой серьезный проект загружен у меня, очень большой он здесь. То есть даже вот эквализация, если взять, то тут можно посмотреть, много у меня огибающих всяких вот обычно на треках. Тут надо увеличивать, смотреть вот. То есть это я взял, допустим, с винила такой подход, что в ходе звучания композиции раньше звукооператоры доходили до того, что, допустим, есть канал баса, да, или какого-то инструмента, или группы инструментов. И в ходе звучания трека, в зависимости от того, какая часть трека, меняется его эквализация. Это очень крутой подход, позволяет избежать многих, нюансов. То есть, если насыщенная, допустим, вот здесь часть, то там можно какие-то частоты чуть-чуть скрасить, потому что другие инструменты в это время дополнят как бы сам весь микс. То есть, то в частях, где очень мало звуков, там нужен полный спектр этого инструмента. Это, конечно, очень круто. То есть все это слушать. Такие подходы, кстати, в даб-музыке это сплошь и рядом там. Там потому что было живое управление консолью микшерной. То есть ты
как бы это принцип. Делаешь и слышишь сразу. Делаешь и слышишь. Мэтт Профессор, если кто не сталкивался с творчеством, посмотрите. Мэтт Профессор — это нереальный человек, который даплейты делает просто неимоверные композиции. Очень там соула, много джаза. Это он любитель. И наблюдать, как он работает за консолью вживую, это, ну, такое удовольствие. И музыка здесь замечательная на самом деле. Собственно, все. Как бы пишите. Кусочек сейчас вот творите. Чего-нибудь включу вам.